Привет! Вам тайное послание от вашего мужчины. И я посмотрю на мистическом Ленорман, потому что это мистическое тайное послание. Мы узнаем, что у него действительно там происходит в душе. Может быть, вы живете вместе, но в душе. А может быть, и не живете вместе пока. У всех по-разному будет. Но идею вы получите обязательно и ответ на ваши вопросы. Что там у него происходит, его тайное послание, что сейчас ему не дает покоя. Как вы знаете, в картах Ленорман есть сигнификаторы. Это карта и мужчины, и карта женщины. Госпожи и господина, это ваши карты, ваших двойников. Я раньше сделаю диагностику, посмотрю действительно, что там ему не дает покоя. А потом разложим подробно, что будет между вами. Итак, устраивайтесь так, чтобы вам было приятно, чтобы вы с пользой для себя провели досуг, получили нужную вам информацию. Отснимаю от себя, потому что для вас смотрю. Так, ну леса уже есть, да? Но я сейчас смотрю только диагностику. Что такое диагностика? Я хочу объяснить. То первый раз, может быть, друзья. Это означает карта перед вами и после вас, перед мужчиной и после него. Эти карты будут вот тем именно, смотрите, именно тем, что ему не дает покоя. Но ему действительно очень многое не дает покоя, потому что карта коса, это он сейчас нашел себя в очень тяжелом положении, может быть, невыгодном для него. Может быть, он переживает, нервничает, злится и даже, может быть, матерится даже, да, часто, потому что коса – это очень острый язык. Это неприятное самоощущение, и он чего-то хочет достичь, потому что звезды, и у него не получилось этого достичь. По этой причине он волнуется. Это, кстати, его подсознание. Здесь не зря этот фон, это лес его подсознания, то, чего ему не видно и вам пока, но будет видно, тайное станет явным. Что ему не дает покоя? Переживает насчет своего пути, где-то он что-то наметил, что-то решил, строил какие-то планы, но пока у него идут планы не так, как он решил. То есть не получается так, как он хочет. Это вы. Вот видите, вы тоже из-за него переживаете, потому что гора и дерево. Дерево – это ваша судьба, это карта вашей судьбы, это карта вашего рода, которая вам помогает в данный момент. Но я вижу, что, понимаете, вы друг на друга влияете, вы как частички одного квантума, да? То есть раз вы связаны, раз вы уже имеете отношения, раз вы уже любите друг друга или у вас была близость, не бывает бывших. Вы всегда, навсегда, на всю жизнь связаны с друг другом. И там не бывает такого, что было да прошло, нет. То есть его переживания и на вас отражаются, а ваши переживания на нем отражаются. И это очевидно, это видно. То есть у вас как вот что-то действительно на сердце, какая-то тяжесть есть и напряжение. Гора – это сильное напряжение у вас. Связано с тем, что вы не понимаете, куда идет ваша судьба, как все будет развиваться, почему не получается так, как хочется, почему вы бьетесь, как рыба об лед. С ним нужно поговорить, конечно, но это будет разговор, да, мы вызываем тайное послание мужчины, и именно здесь будет разговор с мужчиной, что сейчас не дает ему покоя. Вот эта лиса была первая карта, когда мы диагностику искали, да. Конечно, это может быть разлучница. Это может быть у кого-то или обстоятельства, которые отягощают его и вашу жизнь. Да? Это люди, которые мешают и вам, и ему. Карта лиса – это могут быть третьи лица или даже четвертые лица. Четвертые лица – это лица, которые не связаны напрямую, но которые влияют, потому что третьи лица давят на четвертые. И получается такая связь невидимая. Вот поэтому он не понимает, что происходит. Если связано с четвертыми лицами, он не видит этих людей, он не понимает, потому что третьи лица вроде ничего плохого не делают. Но это такая агрессивно негативная энергия третьих лиц, которые все это делают из-под тишка. Кто-то есть в его пространстве, его в доме, в пространстве, на работе. Кто-то есть в его судьбе, кто на него давит, кто, конечно, не просто давит, скорее всего, на вас, потому что это отражается, рикошетом бьет вас. А кто-то есть у него в судьбе, кто просто режет на части его успех, то есть не дает продвижению, делает препятствия.
Потому что коса – это карта препятствий. И препятствий на чем? На его пути. Потому что он себе сделал планы, он решил. А может быть, у многих проиграется, что вы решили. Вы решили вместе. Вы строили планы на будущее. Решили чего-то вместе добиться, но ничего не выходит. Все сыпется, рассыпается. Все как бы падает из рук, да. И он очень переживает, потому что коса – это его переживание. Это ему не дает покоя. Коса – это когда очень большой страх, напряжение. Это напряжение может быть связано с тем, что его подставили. Коса – это проблемы, да, вот как Таро, масть мечи – это проблемы. Буквально пушки на него наставлены, и он очень переживает. Он не знает, что ему делать, как выйти из этого положения. Вот это, в эту подзорную трубу он выглядывает, смотрит, а где уже наконец будет просвет? А где будет просвет, когда будет встреча с вами? Но эта гора вас разделила на два лагеря. И очень часто, к сожалению, делят на два лагеря нас, это наши близкие. Самые любимые, самые близкие, это могут быть его дети, ваши дети от первого брака. Или же родители его или ваши. То есть те люди, которые не должны, в принципе, мешать. Потому что родители любых людей – это прошлое. Да, родители должны жить своей жизнью, но для детей родители всегда прошлое. Они не могут быть настоящими детей. Но очень часто, особенно мамочки, они хотят быть настоящими у детей, потому что они вложили свою душу в детей, да. И это их ошибка. Вот такая вещь. Может быть, его мать так вредит. Лиса – это может быть его мать. Это может быть другая женщина, это может быть человек, который к нему очень близко подошел, манипулирует им, внушает ему неправду, понимаете, дает ему ложную информацию. И вот все надежды его рухнут, потому что эта информация, она неправильная, и он пошел опять по ложному пути. Лиса – это чья-то, может быть, злость, ревность, досада. Это может быть какой-то враг, видимый или невидимый. Это даже может быть магическое влияние. Потому что коса вместе с лисой, это, конечно, может даже быть работа колдуна какая-то. Такое у мужчины происходит, да. Но он чувствует себя сейчас как в заточении, как в какой-то башне в заточении. Он хочет оттуда выйти. Он хочет доставить вам удовольствие, чтобы как-то с вами встретиться. Ищет пути для встречи. Это ему не дает покоя. Напряжение этой башни, да. Башня – большое напряжение. Это как гора между вами. Он хочет свободы, освободиться от чего-то, что мешает. Получится ли у него? Смотрите, это карта кольцо. Безусловно, получится. Безусловно, будет с ним встреча, будет с ним свидание, будет разговор. Потому что карта кольцо – это действительно радостное событие. Это когда мужчина наконец-то поймет, что ему делать. Он выйдет из какого-то положения зависимого, да? Кольцо – это когда он принесет уже в зубах добычу, да, принесет в зубах эту добычу. И эта добыча на самом деле – это то, к чему вы оба стремились. И вы знаете, что оба вы этого хотите. Это может быть ваше общее пространство, в котором вы будете жить, потому что я здесь вижу перемены. При встрече будут перемены в личной жизни, в каком-то статусе. Да, у многих девочек проиграется, что он готовит или подарок, либо в подарок хочет свое сердце отдать вам на хранение. Потому что кольцо – это, конечно, когда обещания выполнены друг другу. Это очень хорошая карта кольцо. Так что между вами, скорее всего, будет встреча, скоро разговор. И он изменит ваш статус, этот разговор. Испадет эта гора, уйдут эти лисы, уйдут препятствия. И это ему не дает покоя. То, что он хотел бы в ваших глазах выглядеть лучше, чем он есть. Мне иногда спрашивают, он же врет? На самом деле человек, который хочет выглядеть в ваших глазах лучше, чем он есть, это тот, который вас любит. Это как бы один из элементов, один из предпосылок и знаков его любви. Потому что, если человек нами не заинтересован и не хочет нам показаться хорошим, красивым, умным, достойным нас, он не будет стараться. А если он даже готов даже приврать немножко, хоть знает, что это нельзя делать, чтобы вам понравиться, это говорит о том, что он в вас заинтересован. Понимаете? Так что, в принципе, я не вижу, чтобы он так сильно здесь врал. Но какая-то гора есть, что-то он не выполнил. Он не выполнил какое-то обещание. И это невыполненное обещание, конечно, тяготеет на вас, потому что вы говорите врун, подлец. У некоторых проиграется, что действительно подлец. Или же, знаете, не так подлец, как умеет сказать крепкое слово.
Потому что, в принципе, смотрите, мужчина по судьбе, звезды и дерево – это мужчина по судьбе. Даже если кармически, даже если сложно с ним, в любом случае по судьбе этот человек. Вы не зря встретились. Вас свела Вселенная, да? Вас свела метагалактика, вы не зря встретились. Но, да, метагалактика – это карта звезды, но он не легкий человек, и у него, вы знаете, не так с характером дела плохи. Потому что он умеет, все умеет, он просто вот еще не показал эту мягкость свою, эту сговорчивость. Но в нем проблема вот коса, это грубые слова, культура общения. Он может так словом ранить, так обидеть, так унизить, что вы понимаете, что это не он говорил, может быть, он там выпил, может быть, он был в плохом настроении, может быть, он уставший был. Вы понимаете, что это вот эта сущность какая-то в нем говорила, сущность, которая навязана ему этой лисой. Это может быть даже подселенец, родовой подселенец кто-то. Вы понимаете, что это не выглядит, как он говорил, это как будто вот не его даже голос, такое бывает. Но ничего сделать не можете, вас все равно унизили, и вы не просто волнуетесь, вы обиделись, потому что гора. И поэтому нужен между вами разговор. Нужно встретиться, нужно поговорить. И тайное послание его такое к вам, что прости мне, вот знаете, не ведал, что делал, да? Или может быть у кого-то это треугольник, он не ведал, что делал. Но если вы думаете, лиса это другая женщина, и здесь вот башня ему вышла, то он с ней уже не общается. Башня это одиночество. Если вы спрашиваете у расклада, с кем он сейчас сам одинок, он не с ней. И да и с ней он никогда не был на одной волне, это несомненно, потому что лиса всегда идет сама по своей дороге, ей никто не нужен. Она берет, что ей хочется, в общем, такая, знаете, хищная особа какая-то была в его жизни. Я вижу, что была хищная особа, да, и он кается сейчас перед вами. Его тайное послание, что он кается, он понимает, что может, нет ему прощения, но он все равно кается. Видите, как вот этот лес, его подсознание сильно открыло его. Угу. Это не дает ему покоя, потому что коса – это очень большое напряжение. И я вижу, что вы действительно на друг друга сильно влияете. Как у него есть сильное напряжение по косе, так и у вас по горе. Но это разное напряжение. У него вот опасность, а у вас просто вы ждете. И ждать очень, это тяжело, это очень темная энергетика ожидать. Вы ждете от него поступка, вы ждете разговора с ним. И вот это ожидание на вас давит, знаете, так тупо давит на вашу душу. И уже вас буквально растоптала эта гора, сколько можно ждать, да? Но здесь я вижу карту перемен аисты. Перемен где? В личной жизни. Потому что аисты дерево, и будет с ним разговор, который приведет вас к общему знаменателю. Кольцо – это и есть общий знаменатель, когда вы одно целое, да? Ваши две вселенные, они соединились в одну. Так что здесь я вижу у многих проиграется, что очень позитивный расклад. И ему не дает покоя то, что он не может не может вас уговорить, ему простить. Он чувствует, что у него не получится. Единственное, что можно просто оставить это позади, потому что простить то, что он сделал, у многих это очень и очень сложно. Просто оставить это позади. Но у вас сердце, которое умеет прощать, это видно. Есть такие птицы. Птица – это свобода. Вы хотите свободы, вы хотите отношений без обмана. Вот это чего вы хотите. Но коса – это обман со стороны лисы, конечно, это видно, да? И какая-то отработка кармы все-таки была. Да, мощно, конечно, открылся расклад. Что там говорить, мощно. Я вижу, что кольцо – это очень хорошая карта и аисты. Так что сейчас я посмотрю еще, что будет в будущем. Да, и убирайте все карты назад. Мы уже их раскрыли очень детально. Очень детально. Что можно убирать. Я оставлю вас двоих. И посмотрю все-таки, что Вселенная готовит для вас. И да, ну ладно, он переживает, допустим. Хорошо. Чем это все закончится? Чем сердце успокоится, да? Посмотрим, мои дорогие, чем сердце успокоится. Вот это очень важно. Чем сердце успокоится, да? Потери у него. У него идут потери. У него идут потери. А у вас что идет?
А у вас идет эта лиса, видите? У него идут потери, он все-таки теряет что-то. Может, он теряет финансово, может, у него очень несправедливо поделено наследство, может, у него должность несправедливая, может, начальник воспользовался его какой-то интеллектуальной собственностью. Здесь потери идут кармические, потому что карта книга. У него идут потери у этого человека. Он сейчас действительно не может войти в состояние покоя, потому что крыса – это нервность, это энергия нервности. Он не видит будущего, хотя будущее показана карта клевер. Понимаете? Вот он не видит просвета, а карты говорят, просвет есть. Но, к сожалению, человек, когда он посередине вот этих перипетий, он не видит просвета. Может быть, он вас подозревает в измене, может быть, у вас есть мужчина, а у него женщина, потому что я вижу здесь ревность. Или это ревность подруги, или это ревность матери. Ревность матери – это самое тяжелое, конечно. Ревность какого-то человека с вашей стороны. Вот ревность за кольцо, да, ревность о том, что… Понимаете, человек, который завидует, он видит вас со знаком плюс, то есть, он верит в вас, это первое. Второй человек, который завидует, он сам не очень здоровый, потому что он же не знает, он же не живет своей жизнью. Он хочет внедриться в вашу реальность, или она. Кольцо и лиса. Но кольцо – это выполненное обещание, или это семейная карта, так что кто-то из вашей родни. Скорее всего, кто-то из вашей родни, да. Ну, кто-то, да. Из вашей родни заказал какую-то работу, может, у колдуна. Не у всех проиграется, мои дорогие, но у некоторых, да, проиграется это таки. Потому что это карта развилка, и она говорит, что кто-то на кольцо обручальное сделал. Может, вы потеряли кольцо обручальное, да? Или же вообще есть такой у черных людей, на кольцо обручальное ставится негатив. Это может быть такое. Что будет? Ну, будет ветер перемен, будет встреча. Потому что корабль – это всегда романтика между двоих. Это будет встреча. Это, смотрите, видите? Это уже была карта его, и мечта его будет исполняться. Вот независимо от врагов. Видите, как расклад показывает, да? Мечта его будет исполняться. Какой совет дадут вам лично карты? Вам лично. Относительно мужчины, потому что покоя у него точно нет. Покой нам только снится по карте корабль. Но это хорошие перемены со знаком плюс. Но у некоторых новые мужчины, мои дорогие, смотрите. Новые мужчины, у некоторых дети, внуки родятся. Но это что-то вас удивит, это что-то новое, приятное, наивное, какая-то составляющая радости, удовольствия. Новая встреча с ним. У некоторых новый мужчина, да, у некоторых просто встреча новая с мужчиной. Что-то вас удивит. Может быть, он хочет вас удивить. Вот его тайное послание, он хочет вас удивить. Как он хочет вас удивить? А ну-ка. Ой, Луна. Ну, конечно, подарить вам женское счастье. Да? Это женское счастье, женская судьба. Это же, конечно, род ваш. Я еще раз повторяю, вы здесь друг другу по судьбе, мои дорогие, по судьбе. Лилии. Как он хочет удивить? Луна и лилии. Луна – это, конечно, счастье личное, а лилии – это долгая жизнь вместе. Вот как он хочет вас удивить. Вот как он хочет вас удивить. Это очень хорошо. С ним будет встреча. От него вы получите какую-то радость и удивление. Вот, несмотря на то, что вы в нем потеряли уже всякую веру в это, да? Потому что вы ждете. Лилия – это ждать долго. Вам расклад не советует ждать. Вам расклад советует жить своей жизнью. И знать, что все пойдет своим чередом. Я вижу, здесь у многих проиграется, что мужчина появится, что он хочет все-таки звезды, опять звезды, настаивать на своем. Он хочет вас приятно удивить. Да, он хочет дать вам защищенность. Вот, пожалуйста. Защитить вас от врагов. Он хочет вам дать защищенность в доме личном. Защиту вот эту, да, которую, в принципе, каждый мужчина должен женщине дать, эту защиту. Подставить мужественное плечо. И если он до сих пор это не сделал, это у него в планах. И это его тайное послание вам. Это не просто у него в планах, это тоже его мечта. Понимаете? Его мечта жить с вами на одной территории. Это на одной территории, на которой вы будете жить вместе. Это территория, где будут аисты ведь гнездо, где будет счастье, личное счастье. Луна и аист, это оно и есть.
Была та карта, да, вот видите, негативные, конечно, люди, они потерпят крах. Я вот так положу, чтобы вам было виднее. Я спросила, окей, а что будет с этими крысами? Ну, они потерпят крах, потому что карта коса говорит четко, что те, кто пришли к нему с мечом, те от меча и погибнут. Ну, все очень просто. Дорогие мои, Ленорман, это очень просто. И это очень жизненно. И вот, пожалуйста, те, кто пришли с мечом, от меча и погибнут, мои дорогие. Вот так вот все просто. Вам совет. Видите? Вам совет. Это свидание, это встреча, это энергетика любви. У многих это вот конфетно-букетный период с новым мужчиной, видите? Это мужчина готовит подарок. Ну, букет, сами понимаете, да? Букет. Хорошо. Ключ лежит именно в том, что ключ в доме, ключ от дома, да? Ключевые события вот-вот начинают случаться. Ключ от дома вы приобретаете. Вы приобретаете ключ от дома. Но вот здесь, если негативное влияние было его родне, то коса, конечно, это обратка врагам. А будет ли обратка врагам с вашей стороны? Вот в чем вопрос на засыпку, да? Гроб. Вы поняли, да? Значит, его врагам, которые мешали вашим отношениям с его стороны, это коса. У них будут одни потери. Ну, а врагам, которые мешали вам с вашей стороны, это может ваша родня, может быть еще кто-то. Ну, карта гроб, но это понятно, что люди получат обратку. Ну, это все просто. Вот чем это все, это как терапевты, 36 терапевтов, они четко показывают дорогу. Не делай другим плохо, не копай друг другу яму, потому что сам в нее попадешь. Вот это четко карта гроб, это и показала. Сам попадешь в яму, если здесь кто-то заказал что-то у колдунов, он сам в эту яму и попадет, понимаете? Это какие-то негативные люди, это магия, развилка и гроб, еще и леса, да? Это магия, это люди, которые хотят помешать другим, это проклятие, это какой-то стресс, это плохая компания. О да, это злые духи, вампиры, подселенцы, сущности. Ну вот, пожалуйста, обратка, вот, пожалуйста, и не копай никому яму, потому что сам в нее попадешь. Это для этих врагов, которые сознательно творили зло. Может быть, ревность, злоба, какая-то внутренняя досада, которая как червяк ела их, заказали. Может, ведьма, кстати, вот так проходит, колдун. Ой-ой, сколько в мире вот этой гадости творится, да? Мешают нормальным людям жить. Но вы поняли, здесь все так четко, здесь как каждая карта легла просто туда, куда и нужно было. Кстати, это сленг, гадательная карта легла. Я знаю, что в русском языке так сказать нельзя, но именно здесь вот это нужно понимать тогда. Угу. Те, кто пришли к нему со злом, от этого зла и погибнут, то есть это обратка. Ну а те, кто вам хотели помешать на вашем пути, те, кто колдовали, те, конечно, получили то, что хотели дать другому, к ним рикошетом все пришло, вот и все. А у вас ключевые перемены. Я вижу ключ, это ключ от дома, это ключевые перемены, ключевые события вот-вот на пороге. И мужчина будет добиваться встречи, он будет добиваться все-таки своего, понимаете? И это ему не дает покоя. Раз ему это и не дает покоя, он будет этого добиваться. Вот и все. Здесь все понятно. Такое тайное послание, мои дорогие, от него. На мой взгляд, очень и очень, очень мощное. А как вот вы понимаете все, пожалуйста, оставляйте комментарии. Я хочу прочесть, что вы пишете. Так что пусть зло уходит и никогда не возвращается. Я зло убираю, да, заговор. Пусть зло уходит, никогда не возвращается. Делаю, что делаю, большего не требую. Ключ-замок, колдунам входа нет. Кстати, это очень хорошая мантра. Делаю, что делаю, большего не требую. Ключ-замок, колдунам входа нет. Делаю, что делаю, большего не требую. Ключ-замок, колдунам входа нет. Ну, мощно, мощно, очень-очень мощно, конечно. Очень сильный расклад, мои дорогие. Получите, пожалуйста, оберег. Это талисман-оберег. Это мой метод, по которому вы просто получаете ключевые
радости, букет радости, ключевые радости, мечта исполняется. И это перемены в личной жизни. Пожалуйста. Будьте любезны, получите талисман, если есть желание. Вот такой расклад, мои дорогие. Так что каждый услышит что-то свое. Это все-таки это магия, так что что-то в одном месте прорезонирует, что-то в другом, но обязательно получите подсказки. Даже если будете пересматривать в разное время, потому что по магии времени нет, да? У Творца, который держит все галактики и Вселенные в своей руке, там времени нет. И поэтому у нас выходит так, что в каждое время смотрите, другие подсказки получаете. Вот такое тайное послание от вашего мужчины. Вот это не дает ему покоя, это он будет делать. И также мы просмотрели ваше будущее вместе. Я вижу, что он прозрел. Да, ему уже стоит прозреть. Вот эта коса и говорит, что время нашло прозреть. Но, конечно, вот звезды выходили 2 раза. И это говорит о том, что, ну, звезда – это прозрение. Понимаете? Мужчина действительно прозрел. Квантово он тоже почувствовал этот расклад. Он не знает, что расклад, но он квантово почувствовал прозрение и понял, кто есть друг, кто есть враг, кто любит, а кто нет. И он будет держаться того, что является чистой правдой, да? Потому что по ключу это чистую правду. Открыли карты, этого он будет держаться. Это, несомненно, будет. Я это чувствую, вижу в раскладе, мои дорогие. Ну, вот так зашли в его мир и вот так получили от него тайное послание. Кто не знает, я Лена, Ванкувер, Канада. Подписывайтесь на канал, эта информация для вас. А также ставьте лайк, это выражение эмоций очень полезно. Всем моим друзьям, любимым я посылаю обнимашки с медвежьей сибирской страны, откуда я здесь открытая для того, чтобы вам помогать. Это моя миссия. Да, хочу напомнить, что ни в ТикТок, нигде меня нет. И я не делаю расклады за деньги. Если кто-то предлагает от Лены расклады за деньги, это не я, это мошенники. У меня никогда не было никаких associates, то есть никаких партнеров, никаких помощников, никогда. Если кто-то прикидывается партнером, помощником, это тоже мошенники. Есть только на YouTube-каналах, у меня на самом деле много YouTube-каналов. И как узнать, мой или не мой канал? Ну, вы нажмите на название видео, и там на главной страничке есть переходы на все мои другие каналы, а также в описании видео. Что такое описание видео? Там есть такая точка с правого угла, где можно открыть гармошку и прочесть об этом видео, кто сделал видео. И там есть тоже переходы на мои другие каналы. То есть это все мое, там, где есть переходы. Охрипла, так старалась вам читать расклад. Тоже единственное, что я предлагаю, это мои авторские уроки, которые можно получить только у меня на официальном сайте. Официальный сайт мой только на моих YouTube-каналах можно найти. Это kolenatarot.com, dot это .com. И там можно получить мои авторские уроки. Все мои расклады авторские, все я использую авторский метод, но за расклады и чистки я деньги никогда не беру. Просто говорю, чтобы вы знали. Люблю вас, обожаю и желаю вам счастья. До новых встреч. Пока-пока, мои дорогие.